«Ты все нищая», — смеялись одноклассники, указывая на Марину. Слова кололи словно ледяные стрелы, заставляя ее опустить голову. Она всегда знала, что ее семья скромна, но никогда не думала, что это станет предметом насмешек. Смех усиливался, одноклассницы перешептывались между собой, а Марина чувствовала, как внутри все сжимается от стыда и гнева. Через 5 минут она уже стояла у школьного двора, пытаясь собраться с мыслями. Сердце все еще колотилось, и память о словах одноклассниц не отпускала. Она знала, что их насмешки — лишь отражение их собственной гордыни и иллюзий власти. И вдруг ее взгляд остановился на знакомых фигурах, которые приближались с другой стороны. Это были их мужья, высокие, уверенные, с плечами, словно вылепленные из камня. Марина не сразу поняла, что происходит. Генералы, каждый с видом строгого офицера, останавливались перед ней. Сердце Марине сжалось, смешалось недоумение, страх и любопытство. Но прежде чем она успела что-то сказать, они начали медленно опускаться на колени, один за другим, словно перед ней открывался новый порядок мира. Люди, которые только что смеялись над ее бедностью, теперь выглядели крошечными и незначительными в сравнении с тем, что внезапно изменилось. Их самоуверенность испарилась, уступив место уважению и тихому страху. Марина, опираясь на стену, едва верила своим глазам. Смех одноклассниц сменился изумленным молчанием. Те, кто чувствовал себя сильными и властными, оказались беззащитными перед силой, которую они даже не пытались понять. И в этот момент Марина осознала важную истину. Сила не всегда видна, и власть не определяется богатством или положением. Иногда настоящая сила проявляется в спокойной уверенности, в умении сохранять достоинство и не поддаваться провокациям. Она стояла, глядя на людей, которые так недавно пытались унизить ее, и впервые почувствовала внутреннюю победу. С этого дня Марина изменилась. Она поняла, что насмешки и пренебрежение — лишь временные испытания, а настоящая власть и уважение приходят к тем, кто умеет сохранять достоинство и верить в себя. И даже спустя годы она иногда вспоминала тот день, когда смех одноклассников сменился шепотом удивления, а мир показал ей, что сила может быть мягкой, но непреклонной.